Приветствую всех, друзья! С вами на связи Алехандро. Мира вам и вашему миру. Сегодня я предлагаю вам чтение Таро на отношения. Общий расклад Таро для мужчин и для женщин на загаданного человека, в котором мы посмотрим планы на вас, рассмотрим ситуацию, посмотрим мысли, чувства, возможные действия. Ну и пойдем без какого-либо такого заготовленного вопроса, да, или заготовленного перечня вопросов. И что будет из потока выходить, вот то и почитаем, да. Настройтесь на себя, на свою ситуацию. И обычно мы делаем выкладку, что происходит, да. Ну вот мы сейчас вот приблизительно так и сделаем, только я буду смотреть не что происходит, а вообще как карты видят вашу ситуацию. Да, вот так, с этой точки зрения. Итак, поехали. Десятка пентаклей. Смотрите, ваши отношения уже достигли чего-то серьезного. То есть они, по идее, уже длятся долго. Да? И здесь уже, возможно, есть и семья, и влияние семьи. И эти отношения для вас дороги. И просто так бросить или там разойтись в этих отношениях вы просто не можете. Как минимум влияние семьи и рода, родственников. Большие накопления уже опыта, как минимум, да, не только финансовые накопления, но и жизненного опыта в этих отношениях вы уже получили. То есть вы как бы вот сейчас находитесь на такой точке перехода из одного состояния отношений в другое. То есть они достигли, по сути, пика материальных возможностей. Да? То есть дальше что-то по-другому будет в любом случае. Но, знаете, просто так отказаться от этого вы не можете. И, возможно, и ваш партнер не может. Ну и плюс родственники как минимум имеют свой какой-то бубновый интерес к этому, к вашим отношениям, да, когда они заинтересованы, там родители, мама, папа, там, сестра, брат и так далее, окружение ваше. Мужчина здесь достаточно сильный, волевой, деспотичный, и роль отца в этих отношениях весьма высока. Здесь прям, это мужская ветка, да, больше. И здесь мужская ветка. Здесь, знаете, как если мужчина, то он настоящий мужчина. Если женщина, то она, замужем, да, за мужчиной. То есть женщина здесь играет вторую роль, но она все время как будто бы за спиной у мужчины. Обратите внимание, здесь все женщины как бы дальше прорисованы, да, и так оно и есть. То есть мужчина в этой ситуации главный. У него все ресурсы, у него вся власть, у него все возможности и у него желание управлять, да, подчинять себе. То есть, как минимум, от него все зависит. Еще такое может быть, что мужчина и имеет отношение к власти, или власть над ним тоже имеет какую-то роль. Может, он какой-то властный человек, служит где-то на государственной службе и подчиняется властям. И роль власти здесь сильна в этих отношениях. Мужчина здесь, по идее, дорог. Вот если вы гадаете на мужчину, который вам по барабану, вряд ли это ваш расклад. Здесь мужчина, там он такой прям імператор. Але це не імператор, це гетьман, да. І імператори, то таке, да, от гетьмани, оце інша справа, да. Дальше давайте смотреть. Здесь в центре брак, союз. То есть либо вы впритык подошли, да, вплотную подошли к браку в ваших отношениях, если его не было, да, вдруг. Вот у вас развивались отношения, и вы уже вот на кону брака. Либо в вашем брачном союзе уже настигли какие-то радикальные, кардинальные перемены, глобальные, серьезные, да.
Может быть, вы еще планируете обвенчаться с этим мужчиной, да, или с этой женщиной. И карты как бы и намекают, вам нужно укреплять ваш союз. То есть то, что я здесь вижу, то ситуация такая пока что, да, мы еще 2 карты положим, что пока лучше бы было бы, как говорится, и мужчине приложить какие-то усилия в укреплении союза или того, что уже произошло. Ну и женщине тоже постараться, да. То есть на разрыв отношений здесь, ну, пока что никак не идет. Здесь может быть такое, что вы, ну, все равно как бы продолжаете учиться быть вместе. И это процесс обучения и благословения на что-то другое, на что-то, может быть, большее, нежели вот эта 10 пентаклей. Возможно, вы уже достигли, это, кстати, тоже материя, да? Огонь материя, а это чистая материя. Это и информация, поток информации. Или движение информации. То есть у вас должно что-то проясниться с недвижимостью, с деньгами в этой ситуации, с перспективами роста. То есть вам как минимум и мужчине не хочется здесь ничего терять, менять особо, да. Мужчина вообще не хочет, он такой консерватор здесь. Ну и женщина тоже была бы заинтересована здесь особо ничего не двигать. Пока эти отношения, они имеют возможность или поле для маневра через какой-то компромисс и обучение, через какое-то согласие. Но есть некая проблема. Мужчина упертый, деспотичный, его сложно переубедить. И он считает, что он, давайте так скажем, центр вселенной. Да, вот так. Самый главный. А если я главный, то я вот как сказал, так и будет. Окей, ну давайте смотреть дальше. Что здесь идет дальше? Что мы еще можем увидеть с вами? Ну, смотрите, туз пентаклей, знаете как? Надежда есть. Нет, навіть не так. Не надежда есть, а надія є. Пам'ятаєте таку пісню? О, надія є. Надія є. Ну, нехай буде. То есть, ну, как минимум, каждый в этой ситуации надеется на лучшее. И я вам так скажу, что перезагрузиться ваши отношения могут в лучшую сторону. Смотрите, 11 союз. Если речь идет о браке, то есть еще шанс его как-то уравновесить здесь. Примириться, если вы вот вдруг поссорились, а мужчина встал в такую позу, прямо, знаете, вот я, да, вот я, да. Часто так мужчины себя ведут, и, ну, да, такое бывает, но, опять-таки, шанс есть. То есть, есть поле для маневра, и я не вижу пока здесь воды. То есть, нету чувств. А где они? Давайте смотреть. Ну, где-то же они проявятся в любом случае. Давайте посмотрим, что еще есть, да. То есть, есть хороший шанс на перезагрузку этих отношений и начать их сначала. Смотрите, 10 подошли к пику и пошли, ну, как бы получили благословение и... ну и все классно, и продолжаем жить дальше. А вот те, кто смотрит эти отношения, вот вы типа повстречались только, да, то у вас хороший шанс их прожить долгую жизнь, как бы, и счастливую, да, пока что. Если вдруг вы не бросили смотреть до конца, все-таки вам интересно, и вы только начали, да, вот только начали, у вас еще и брака нет, то, ну, союза, да, духовного, да, нету венчания, брака, там, бракосочетания, то тут все классно, ок. Но мужчина тоже такой себе будет нелегок, да? Упертый такой, упертыш. Ну ладно, давайте, хорошо, пусть будет такой, как есть, как выпал такой, ну что ж уже сделаешь, да? Так, ну придется побороться, есть некая борьба у вас в этой ситуации, есть некий конфликт между родственниками, он долгий, 17 долгий. За этим конфликтом у родственников есть мужчина и стоит женщина, слышите, да? То есть женщина здесь есть, и она скрыта. Отношения эти длятся действительно долго, 17 звезда. Играет роль скрытая женщина за спиной у мужчины. Может мама, может сестра, такое вот. Но и за эти отношения стоит продолжать бороться. Вот то, что я вижу здесь, да, знаете, как на органе, да, на органе потока этой информации, то за эти отношения стоит бороться
идет некая борьба, противостояние. И здесь, знаете как, ключик к продолжению, успешному продолжению этих отношений, ключик к успешному продолжению этих отношений есть борьба. То есть, нужно желательно побороться. Да, вы можете не уверены быть, но желательно побороться. Есть диалог и компромисс. Это интеллект и ум. Начальный ум, это начальная стадия, это первое знание, это некие догматы. То есть, я вам так скажу, у меня такое ощущение, что нужно уступать. Уступчивость должна здесь быть в этой вашей ситуации. Вот в этой ситуации. Окей. Давайте смотреть. Что самое ценное? Вот первая карта, это очень ценная карта. Это очень дорогая карта. Что самое ценное вы можете получить в конечном итоге? Ну, как ценный приз, давайте назовем его, да? Тут или предательство, или победа любой ценой. Все. Очень дьявол здесь выпадает в комбинации. Вам придется столкнуться и с дьяволом, и с предательством, и с битвой на смерть, условно говоря. Ну, не на смерть, а, давайте так скажем, битвой на выживание, да, то есть, знаете, что тут самое ценное? Очень плохая комбинация выпадает. То есть дьявол 15, да, 10, 5. Давайте все-таки ценность. В чем ценность? Ну, во-первых, тут главное сохранить себя, не потерять себя. Тут очень много принципов, и самое ценное — это вас не предадут. Вот так вот. Слышите, да, услышьте. Иногда предательство — это очень, вообще предательство — это не очень хорошо, но иногда не предательство, слышите, верность, да. Давайте так скажем. Здесь дьявол в комбинации, да. Кто-то может, как говорится, пойти ва-банк и вставить нож в спину, да, зробити, як кажуть, зраду, да. И, ценный приз в том, что вы сможете избежать здесь предательства. Все-таки да. То есть, как подарок, это наоборот избегание этого. Окей, давайте посмотрим. Вот этот гетьман, да. Нехай він буде не император, а гетьман. Мы его видим, этого человека, этого мужчину, как гетьмана, да, как что-то такое фундаментальное, грандиозное. Это так или нет? Он есть тот, за кого себя выдает, или нет, этот человек? Он есть тот или нет? Он врет или нет? Знаете, здесь нужно к этому человеку очень сильно присматриваться. Как минимум, этот человек достаточно жестокий. Может быть, и я не хочу там наговаривать, но он может причинить очень сильную боль, он может быть бессердечным. Тут тройка мечей. Вот, и пятерка мечей рядом. И эта тройка и пятерка, с одной стороны, дают комбинацию дьявола, а с другой стороны, комбинацию силы. То есть это может быть очень жесткий, мощный человек, который может быть бессердечным. Поэтому, если он выглядит как император, жесткий император, то он не врет вам. Слышите, да? Но с другой стороны, этот человек может очень жестко с вами поступить, разбить сердце, сейчас так скажу неприятно, вырезать сердце, вырвать душу, да, вот такое вот, да, тут нагнетаю, да, так немножко. Но уж извините, такие карты выпадают, да, к чему они выпадают в вашем раскладе? Значит, нужно присматриваться к характеру, да, или смотреть, не больно ли вам продолжать эти отношения, или насколько ваши возможности совпадают с вашими болевыми ощущениями, да, потому что отношения, да, эмоции. Смотрите, здесь вода нигде не выпадает. Здесь есть материя, деньги, структуры, да, форма. Здесь есть огонь, намерение, власть. Здесь есть догма или обучение, информация. И здесь идет борьба. Все.
А где чувства, да? Так вот, чувства, может быть, вы прячете, или вам некомфортно об этих чувствах думать. Почему нет воды в раскладе, да? Уже лежит на столе достаточно много карт, уже 7 карт лежит, и ни одна чаша не выпала, понимаете? То есть, где чаша есть, понимание боли и есть где-то дискомфорт какой-то, да? То есть, как минимум, в этих отношениях один на другого жестко давит, а второй пытается чувство выключить. Достаточно распространенная ситуация, где ставки высоки, где материя или дьявол пеленой закрывает глаза, и где идет борьба за материальные какие-то ценности, за выгоды, за отстаивание своей позиции в долгих инвестициях в процессе отношений. Да, вот когда отношения налаживаются, да, в процессе жизни, ты туда инвестируешь. Ну, а потом, ты ж хочешь дивиденды. Ну, власть одного и сможет расти, да. И тот, кто тоже инвестирует параллельно в эти отношения, он, может быть, подавляет свои чувства. И в конечном итоге выходит так, что контроль над всеми инвестициями концентрируется у какого-то там президента, императора, да, или гетьмана, том, который просто давит. И все, да, давит своей силой, просто физической силой. И тот человек, который скрывает свои чувства, да, вот, он начинает испытывать физическую боль. И вот это называется соматика. Окей? Хорошо, давайте посмотрим, справедливо ли то, что происходит между вами. Почему я задаю вопрос о справедливости? Здесь аркана справедливости нету, 11-го, да, как такового. Но пятерка — это иерофант, это некая такая справедливость, такая высших сил, да. Вот посмотрим, по мнению высших сил, это справедливо или нет? Как это выглядит, да? То есть, может, вам, действительно надо это проходить в этих отношениях. Очень такая контроверсийная карта выпала. Тройка кубков. Вот она, первая вода пошла. По мнению высших сил, это справедливо или нет? По мнению высших сил, это должно вас объединить. Все. Вот больше я здесь ничего не додам. Не дополню, да, не добавлю, не додам. Тройка кубков, да, то есть тройка кубков — это объединение. Может ли здесь быть ситуация, где вас предали или могут предать? Да. Но это это предательство, да, вот парадокс, да, сейчас будем смотреть на парадокс. Но это предательство должно только укрепить вас. Не знаю как, да, то есть вам пятерка — предательство, тройка — разбитое сердце, а тройка кубков. Да, это может быть предательство в отношениях или может быть очень жесткое. То есть, если мы откидываем предательство, у вас нет предательства, вы смотрите на ситуацию, да, вас не предали, у вас просто есть такая борьба личностей в отношениях. Это должно вас укрепить. То есть, по сути, тогда в чем справедливость? То, что вас не убивает, делает вас сильнее. Не знаю, как это ложится вам сейчас на вашу ситуацию, но это вода, первая вода, первые чувства. Как минимум, вы должны бы стать тогда целостнее, единее. Внутри себя, я говорю о вас лично. То есть вы не должны разбиться об вот эту боль. Ну и, может быть, вам стоит все-таки не потерять при этом еще и отношения. То есть, знаете, как говорится, жизнь пройти, не поле перейти. Да, и в жизни бывает все там. И там женщина считает, что ее предали, или мужчина считает, что предали. А потом, где-то на более поздних этапах отношений, выясняется, что хорошо, что при этом предательстве, там, условно говоря, вы не разбили то, что есть. То есть вы тогда в конечном итоге не жалеете об этом. Слышите, да? Стоит ли давать шанс этим отношениям? Вот здесь мы смотрим как раз. Стоит ли скреплять эти отношения после того, что уже произошло? Неважно, что это там было предательство или просто разбитое сердце, или вы чувствуете, что тут вас пережимают. Стоит ли давать еще один шанс? Перезагружаться, да?
Да. Смотрите, паш пентаклей прям. И туз пентаклей, паш пентаклей. Здесь все упирается в конечном итоге в материю, да. То есть это деньги, это обеспеченность, это дети, ну то есть ради детей, да. Даже если, может быть, там родить еще одного ребенка и так далее, да, или просто из-за ребенка, из-за там сына, например. Тут один сын, трое дочерей, да, ну то есть много детей может быть. Поэтому да, ну пока да. Карты не отрицают, говорят, да, давай шанс, лучше дать, нежели нет. И давайте еще раз все-таки проверим. Вот смотрите, интересно. Завязана борьба. Пятерка и семерка. Завязанная борьба и завязанные риски. Ну, как бы все на кону, да. На кон может быть поставлено все. Вот оно все на кону завязано и идет борьба. И как бы вы типа еще добавляете туда на кон, да, повышаете ставку. Вот если вы повысите ставку, все туда поставите, там на красное, на черное, там на зеро или там, поняли, да? А перспектива есть, то есть вам как минимум 7, 3, 10 колесо фортуны, то есть вам нельзя сейчас, как бы там, ну, я не знаю, вам больно, может вас там предали, может факторов, но вот сейчас просто взять, все разбить, потерять все вы не можете. То есть, если вы даже хотите бежать куда-то, вам нужно остановиться, во-первых, собраться, ну, собрать себя, то есть вы, по идее, вообще вы разбиты, да, в этой ситуации. Единая форма, да, она как, ну, не разбитая, а получили сильный удар. Вот вам вот эта вот водичка, она дает возможность собрать себя, свою душу в целостный сосуд, вот, и материализоваться, да, как бы переродиться, как бы адаптироваться. То есть резких движений делать нельзя. Вам нужно, если хотите убежать, то нужно через некое время, через минимум год или 3 цикла, да, то есть ну, самое мелкое это 3 месяца, лучше год, а еще лучше 3 года, да, вот чтобы что-то поменять. То есть, соответственно, у вас и время на адаптацию этой ситуации будет проходить где-то от года там, до 3. Слышите, да? То есть это не быстрый процесс. Вот. И если вы вдруг кого-то решили, не знаете, прощать его, ее или нет, то есть это от года до 3 месяцев, да. 3 месяца это минимум, а от года до 3, слышите, да. Соответственно, может быть, даже откроется какая-то другая дорога, да, или другая перспектива. Тройка жезлов всегда это какие-то новые перспективы, поэтому смотреть вперед стоит. Но вы сейчас и не можете смотреть вперед, пока вот эти две карты. Вы сейчас находитесь в состоянии осознания, понимания и соединения опять, склеивания, да, вас. По сути, если взять, еще посмотреть на эту ситуацию более детально и сделать резюме, то здесь кто-то получил очень сильный удар под дых, не ожидал такого поворота, да, где-то рискнул, проиграл, но эта игра, условно говоря, да, ну эти отношения, они не доиграны до конца, и получить свой гешефт, да, як кажуть, гешефт, ну нехай так буде. Ну, получить свой бонус, да, или свої дивіденди, тут ще можна, да, поки що. Ну, добре, давайте посмотрим. Теперь, что думает о вас загаданный человек здесь и сейчас, вот его мысли какие, что он думает. Это вот, в общем, ситуация, может быть, вы можете посмотреть на ситуацию свою, да, а потом отдельно посмотреть мысли, чувства другого человека. Как вариант, так тоже можно. Блин, думает уйти. Да что ж такое? Чего вот это от вас все хотят поуходить? Ну, не все, а он, да. А может, все, да. То есть здесь вообще женщина уходит, вроде бы как подумывает уйти. Ну, смотрите, как вам выгодно или нет. У вас тут... Ну и мужчина тоже может думать уходить, а тоже может быть невыгодно, да. Вот такая. То есть подумывает уходить. Окей. Слышь, как. Давайте посмотрим, что еще думает. Что еще думает.
Смотрите, это очень хорошая карта. Но здесь 8 и 4, 12 повешенные опять, да, я прослеживаю этого повешенного, как бы связку. Да? Вы знаете, пока что партнер думает завершить это завершение всегда, завершить эту связь, болезненную связь. Он тоже здесь как бы страдает пока что. Идет страдание все равно. Как бы он там, может быть, или император, да, или она там что-то, да. Все равно здесь болезненно, это семья. Здесь пока что каждый подумывает, ну, он, да, давайте все равно, это его мысли, подумывает о том, чтобы завершить это все. А кармическую связь эту, как будто бы карма отработана, да. Это в мыслях. И давайте еще посмотрим мысли. Видите, хорошая очень карта. Развитие здесь. Но это чисто с работой связано что-то здесь. Давайте еще мысли. У меня такое, знаете, идет поток, как будто бы вот здесь думаю уйти, а здесь думаю продолжить, а здесь опять ничего не думаю, да, то есть прекращение, такие формы завершения. Тут вспышка какая-то, но она на материальном уровне. Он думает уйти, ваш человек, который думает. Но надо, чтобы это все успокоилось как-то, какое-то затишье ждет. То есть как бы ждет подходящего момента, когда ему никто не мешает. Пока ему никто не мешает, да, или когда ему никто не будет мешать. Он не боится этого, но именно подходящий момент, когда все успокоится. Тут пока что на разрыв идет. Это разрывные карты, да. Начинается, и тут остывание идет. Ну і сила. Ну і сила. Бачите, який гарний вовк, да? Жовто-синій. Бо це сила. Он думает, что выиграет в этой ситуации и будет сильнее. Он как бы уходит, вот видите, он как бы уходит, он как бы завершает даже, да? Он как бы завершает, он думает завершить, но продолжить при накоплении силы и спокойствия. Это продолжение. Но, я вам так скажу, от своей выгоды этот человек здесь не откажется. То есть центральная карта – это выгода. То есть этому человеку выгодны эти отношения прежде всего. И чем спокойней, ну вот это вот карты спокойствия, это покой, а это уют, да, условно. Это тепло, а это спокойствие, да. И чем спокойнее вокруг него, тем у него больше силы. Ну вот так. Но по идее, давайте так, если упростить, то что он думает? Что он умнее, сильнее вас, и он все равно получит свое в подходящий момент. Вот услышьте этот посыл точнее, да, посыл от поток. Окей. Хорошо. Давайте теперь посмотрим чувства. Прямо чувства посмотрим. Тоже будет 5 карт на чувства. Пробежимся по чувствочкам. Чувствует это... Тут родственные души могут быть. Чувствует родственные души. Видите, родственные души тут могут быть в этих отношениях. Но он чувствует, что завяз. Это болотная карта такая, она вашим и нашим. Хорошо, пока что у меня идет чувство, что завяз он, увяз. Увяз там в долгах или в обязательствах каких-то. Слушайте, но этого человека очень глубокие чувства к вам. Все равно. Он такой жестокий. У меня вообще такое ощущение, что это ваш отец.
Или ваш партнер, он прямо как вам как отец. Смотрите, мужской род, мужской, мужской, все. Вот это так еще и женская карта, более меньше, а менее. А это тоже мужская карта. У меня вообще такое ощущение, что из потока, что он твердо уверен, что вы от него никуда не уйдете, потому что он имеет над вами абсолютную власть. Вот эти две карты, эти две карты. Как будто бы он, я помните говорил, а где же вода? Вот она в центре, а вот она там внизу, ее прямо куча воды. Много, да, поток. Вода, вода, вода. Это все водные карты. Он чувствует, что живет в вашем сердце. Все. Больше я ничего не добавлю здесь пока что. Что еще чувствует? Но тем не менее, он вас и не держит. В чем интерес? В чем, да, как говорится, весь прикол? Воля. Воля – це найдорожче, що може бути в будь-якої людини. Якщо людина не вільна, то вона і не живе. Бо тільки заради волі можна і битися. Да? Поэтому я скажу так вам. Он чувствует, что родственные души, и что вы никуда просто не денетесь, и он вас и не держит. Не держит. Хотя имеет власть над вами абсолютно. Не гонит, да? Но и не отпускает. Просто он дает вам свой свободный выбор. И вот он чувствует, что вы можете сделать этот выбор, что вы достойны сделать этот выбор. И смотрите, здесь воля пересекается со священником. То есть ваша воля священна. Ви достойні своєї волі, да? Тобто ви гідні своєї волі. То, от якось так. Окей. Хорошо. Ну вот такой поток пошел, смотрите. Парадоксы сегодня. Сегодня расклад. Ну, иногда бывают парадоксальные расклады. Для чего-то они вам нужны. А парадокс, он что делает? Он вас знакомит с чем? Неизведанным, да, непостижимым чем-то для того, чтобы как-то сместить точку сборки, да, и изменить уровень восприятия вас, этих отношений для чего-то, да, то есть не всегда это как смазать пушку маслом для того, чтобы снаряд полетел туда, куда надо. Иногда он должен отклониться куда-то, да. Может, цели поменяются у вас. Дальше что он чувствует? Шестерка кубков, смотрите, прямо капец. Вода, вода, вода. Он чувствует, что вы его любите еще с прошлой жизни и с детства. У меня вообще такое ощущение, что с вами на связи идет поток духа мужчины, отца или мужчины как отец для вас. То есть он по сути как бы он далеко не уходил, он все равно живет в вашем сердце, слышите? Вот. И это он чувствует. И чувствует любовь к вам, и взаимосвязь с вами из прошлого. Шестерка кубков. Все. И он чувствует, что вы думаете о нем, и он чувствует, что и вы живете сердце в его, и он в вашем сердце живет. Вот как интересно. Самое сильное чувство к вам. Ну, тут рыцарь жезлов – это сексуальное влечение прежде всего. Но и также он бы хотел, чтобы была достигнута общая цель. Это общая цель, объединяющая. Но общая цель объединяющая, но это его цель. Но она, эта цель его, объединяет вас двоих. Слышите? Вот она, объединение. Вот оно. И он чувствует, что, возможно, вы вместе добьетесь этой цели. Добьетесь от слова добиваться. Ну и перспектива тут вертикаль очень хорошая. Ну, 15 дьявол, да, а тут аспект дьявола в младшем его проявлении стрельца, да. Вот он, дьяволенок, да. Ну и дьяволенок – это же и сексуальное влечение, да. Это сексуальная энергетика, это не обязательно секс, да, как таковой. Просто это энергия. Энергия рода, энергия духа. То есть у вас какие-то все-таки это родственные души здесь как-то. И венчание здесь какое-то есть, да, вот как будто бы высшими силами объединено это все.
Окей, ну такая какая-то запутанная. Напишите, как вы чувствуете. Вот здесь поставьте на паузу, напишите, вот до чувств дошли и что вы почувствовали, да. Вначале было одно, а к чувствам подошли совершенно другое, да. Как бы парадоксально. Ну и давайте планы, да, какие планы тут. Тут вообще какое-то, ну, как я бы не сказал, безумие. Тут есть, у меня такое ощущение, что тут есть абсолютная власть мужчины над женщиной, при том, что женщина абсолютно свободна. Слышите? То есть у меня такое ощущение было бы, что у женщины после этого расклада на душе станет спокойнее, а вы уже сами напишите, вам стало спокойнее или вам наоборот еще тревожнее стало, да? Вот здесь почему-то какое-то облегчение есть. Ну и еще так, если у вас есть связь с этим мужчиной, то у него к вам очень сильное влечение сексуального характера. И у вас тоже к нему, по идее, должно бы быть. Это обоюдно, взаимно. Да, взаимно. Окей. Давайте планы. Первое, что планирует, да. Королева Пентаклей, ну, как бы он не планирует вас бросать, оставлять. То есть, смотрите, сила рода, особенно если отец, особенно если живой или не живой, да, он будет вас поддерживать, да, то есть он от вас не отказывается, не бросает, не отрекается. Может планировать даже семью, может здесь быть по этой карте, в планах может быть семья, достаток, деньги, то есть вертикаль. Тут знаете как, восьмерка кубков, ну, что-то, может быть, планирует и отпустить, или может сделать паузу в отношениях, да, но не бросить, как бы, при взаимопомощи и выгоде. Причем выгоду мы обсуждали с вами здесь. Видите, то есть все равно из сердца не планирует отпускать. Не планирует отпускать из сердца. Видите, очень хорошие союзные карты, земля и вода. И король кубков, и королева пентаклей здесь как бы в планах, давайте я так скажу, в планах быть рядом. И в мире как таковом, да. Ну, остаться как минимум. Вот, а тут здесь идет вообще в планах и поддержка, и разделение, но грамотное разделение, справедливое разделение, покровительство. Вот здесь дух покровительствует, дух мужчины покровительствует женщине. Здесь, кстати, у вас еще, если вы смотрите этот расклад вообще для себя, да, и инсайты черпаете, то здесь у вас в ближайшем будущем в планах может быть прибавление в деньгах. Вы это предчувствовать можете вполне. Смотрите, тут все чувство. Помните, я как бы немножко сетовал на то, что не хватает чувств. Чувств прям пошли вода и пошел поток финансовый. У вас откроется финканал, финпоток, но в отношениях как бы эти отношения и выгодно сохранить, чтобы финканал ваш не завял, да, не иссяк. Как таковой. Окей, давайте дальше. Что планирует? Туз жезлов, опять сексуальное влечение. Но это поддержка энергетическая, защита энергетическая какая-то, физическая защита, материальная защита. То есть этот человек у вас, ну, как минимум, может продолжать защищать. Слышите? То есть вреда здесь вам, но он не планирует какого-то. Но вам, как партнерше, особенно женщине, нужно быть как-то вырабатывать в себе абсолютно свободные чувства. То есть вам придется высвобождаться от чего-то. И это, скорее всего, освобождаться от вот этой боли и какого-то физического сжатого состояния, то есть вот зажатого состояния. То есть где-то, может быть, выходить на какой-то новый свой свободный уровень независимого в плане финансов, работы, бизнеса и самореализации. Вот, то есть как бы его давление как бы дает вам возможность трансформироваться в некого новую личность, нового человека, новым характером даже, с новыми планами. И его планы это дать вам новый шанс на процветание. Как ни дивно, да, тут очень хорошая карта. Смотрите, женщина здесь не бедная. Мужчина питает чувство распределения финканала, новые планы. То есть, по сути,
В его планах дать вам новую жизнь и стимулировать этим. То есть, смотрите, тут цвет папоротника, а кто его когда видел, да? А вот ты найди цвет папоротника, да? А чтобы найти цвет папоротника, должно произойти настоящее чудо. И в его планах абсолютно безумное, да, чудо дать вам новую жизнь, распределив финансовый поток и материальный поток и чувства таким образом, где вы почувствуете себя абсолютно свободным человеком, где если еще вчера у вас было как будто бы разбитое сердце, да, то сегодня совершенно новый мир, да, то есть это благодаря этому человеку он вам откроет глаза на новый мир. Ну и семерка мечей, где-то, знаете как, вы, во-первых, не поверите своим глазам, потому что это обман. Поймете, что мир можно творить по-другому и сможете преодолеть боль, страдания и понимание измены. Измены и обмана, давайте так добавим, потому что вот здесь предательство и измена, а здесь измена, обман, да, вот они, вот эти мечи. То есть, соответственно, очень, давайте так, в этой ситуации очень резюме, да, очень кризисная какая-то ситуация заставит вас смотреть на мир другими глазами, сделает вас свободной или свободным, но даст возможность жить совершенно другой жизнью и, скорее всего, сохранить очень хорошие и близкие отношения с этим человеком, особенно если это мужчина. Здесь о пережитом в конечном итоге, пережитой измене, обмане и взгляде на отношения. Вы сможете перезагрузить эти отношения и пойти к новой цели совершенно неожиданным путем. Здесь 8 сила, здесь 2 карты 8 сила, не потеряв силы или обретя новые силы и используя их как стимул к новой жизни, новой реальности для обретення понимання нового міра. Міра вам і вашим мірам. Бережіть себе, кохайте себе та світи, які оточують ваші світи. І пам'ятайте, що коли матеріальний потік тече вільно та спокійно, тоді і з'являються нові плани на нову реальність, о яких ви навіть не здогадуєтесь на тут та зараз. Все буде добре, лишайтесь на зв'язку і до зустрічі. Па-па.